Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такую вот модельку следков. Вяжутся они совсем легко, а выглядят очень стильно, красиво и аккуратно. Данная модель подойдет как для мужчин, так и для женщин. Главное определиться с цветами. Следки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Данные следки я вязала на размер ножки 38, но так как полотно очень хорошо тянется, они подойдут от 37 до 39 размера. Прежде чем приступить к вязанию, давайте сначала разберемся с принципом вязания данной модельки следков, чтобы вы их смогли связать на любой размер вашей ножки. Следки, как вы поняли, уже вяжутся из такой вот заготовки. Здесь главное разобраться с шириной данного полотна. Именно высота полотна идет стандартная. Высота моего полотна 19 сантиметров, плюс-минус полсантиметра допустимо. Это будет высота вашего следка, то есть вот эта вот часть, вот она. А именно ширина нашего следка будет определять размер вашей ножки. И именно ширину для каждого размера ноги надо будет вязать разную. Получается, я свои следки вяжу на размер ножки 38. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги будет указана длина стопы в сантиметрах. Для 38 размера длина стопы 24,5 сантиметра. На растяжение, так как пряжа у меня очень хорошо тянется, я отниму буквально 1,5 сантиметра. Вы можете отнимать от 1 до 2 сантиметров. Смотрите от вашей пряжи, как она у вас тянется. Получается 24,5 сантиметров минус 1,5 сантиметра на растяжение. Ширина моей заготовки должна будет получиться 23 сантиметра. Вот как я и рассчитала, ширина моей заготовки 23 сантиметра. Но как определиться, сколько нам нужно набрать петель для того, чтобы получить мои 23 сантиметра? У вас это может быть другое число. Мы изначально вяжем образец платочной вязкой. И измеряем, сколько в 1 сантиметре у нас получилось петель. Далее вот эти вот 23 сантиметра, в моем случае, умножаем на плотность вязания. И для моей плотности вязания я должна буду набрать 38 петель, чтобы получить мои 23 сантиметра. В данной заготовке вот таким вот образом я распределила цвета. Мне кажется, очень стильно, аккуратно смотрится. Получается, мы вот эту вот верхнюю часть и самую нижнюю часть вяжем одинаково. Сколько рядов связала я, столько и вы будете повторять. А если у вас плотность вязания другая, будем регулировать именно вот в этих частях. Вот эта вот моя часть получилась 9,5 сантиметров. Это как раз половина моей заготовки. Если у вас вдруг плотность вязания не совпадает с моей, тогда именно вот эту вот часть вы вяжете либо больше, либо меньше, чтобы получить 9,5 сантиметров. И после того, когда вы получите именно 9,5 сантиметров, вы вяжете вторую, точно такую же идентичную часть, только другими цветами. Если вам понравилась данная модель следков, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду сейчас набирать 38 петель. Вы набираете столько петель, сколько вы рассчитали для своего размера ноги и под свою плотность вязания. Кончик от рабочей нити я оставляю немножко побольше, чтобы этим кончиком сшить наш шов. На протяжении всего вязания все наши следки мы будем вязать лицевыми петлями, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. И у нас будут образовываться платочные дорожки. Только будем менять цвета рабочей нити. Получается первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей.
Вот таким вот образом довязываем полностью ряд до конца. Первый ряд мы провязали, и первый ряд у нас шел по изнаночной стороне. Переворачиваем наше вязание сейчас на лицевую сторону, и сейчас таким же образом мы провяжем еще 2 ряда. Лицевыми петлями один ряд получается по лицевой стороне, все петли лицевыми, последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Это наш получается второй ряд будет. И далее перевернем вязание на изнаночную сторону, и третий ряд по изнаночной стороне провязываем также все петли лицевыми. Встретимся, когда провяжем второй и третий ряд самостоятельно. Мы с вами провязали 2 ряда самостоятельно. Вот рабочая нить у нас располагается. С лицевой стороны у нас 2 платочные дорожки образовалось. Одна и вторая. И вот это вот наборный край. Далее присоединяем ниточку белого цвета. Прикладываем кончик. Никаких узелков закрепляющих мы не завязываем. Просто потом этот кончик в самом конце мы спрячем по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я на протяжении всего вязания буду снимать, не провязывая, как и снимала. И далее уже ниточкой белого цвета я провязываю все петли лицевыми. Рабочую нить мятного цвета мы обрезаем, она нам уже не нужна. У нас получается рабочая только белая нить. Довязываем первый ряд ниточкой белого цвета до конца самостоятельно. Последняя кромочная петля, как мы помним, провязывается всегда изнаночной. Мы с вами провязали один ряд нитью белого цвета. Теперь далее самостоятельно еще 3 ряда мы провяжем также нитью белого цвета. Получается, второй ряд у нас располагается по изнаночной стороне. Также провязываем все петли лицевые. Третий ряд по лицевой стороне и четвертый ряд по изнаночной стороне. Встретимся, когда вывяжем 3 ряда самостоятельно нитью белого цвета. Я провязала 3 ряда, и у нас с вами сейчас должно получиться именно нитью белого цвета, также 2 платочные дорожки. Белую нить мы пока что не обрезаем. Присоединяю ниточку персикового цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми. Это получается первый ряд нитью персикового цвета. Вот таким вот образом довязываем первый ряд до конца. Далее второй, третий и четвертый ряд вяжем самостоятельно. Всего у нас должно быть провязано именно ниточкой персикового цвета 4 ряда. Я провязала 4 ряда. Сейчас у нас заготовка состоит из 2 платочных дорожек мятного цвета, 2 белого и 2 персикового. Далее берем вот с этого края ниточку белого цвета, и далее только 2 ряда мы провяжем ниткой белого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Таким образом довязываем первый ряд по лицевой стороне и второй ряд по изнаночной стороне. Также провязываем нитью белого цвета. 2 ряда провязали. И это получается, мы с вами провязали вот эту вот часть следка. Далее мы будем провязывать одну часть персиковым цветом, вторую часть ниточкой мятного цвета. И заканчивать следок мы будем таким же образом, как и начинали, только в обратном направлении. Поэтому вот с этого края я сейчас беру ниточку персикового цвета, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. У нас сейчас остается только рабочая нить персикового цвета. Белую ниточку мы также обрезаем. Провязываем первый ряд до конца самостоятельно. Далее я буду провязывать также ниткой персикового цвета 17 рядов. И это у меня получится вместе с этим рядом, который мы только что провязали, 18 рядов.
Если по платочным дорожкам, это 9 платочных дорожек. После того, когда я провяжу 9 платочных дорожек, это у меня будет составлять половина заготовочки моего слитка. То есть примерно 9,5 сантиметров. Вот эта часть у меня будет. И если вам этих 9 платочных дорожек мало для того, чтобы получить 9,5 сантиметров, либо много, отрегулируйте их так, чтобы деталь получалась 9,5 сантиметров. Встретимся, когда я провяжу 17 рядов ниточкой персикового цвета. Я провязала 17 рядов. Один ряд мы с вами вместе провязали. Всего получилось 18 рядов. Если померить в сантиметрах, именно персиковая моя часть получилась 5,5 сантиметров. Вся заготовка 9,5 сантиметров. И эти 9,5 сантиметров это половина моей заготовки. Остальные 9,5 сантиметров я буду провязывать таким же образом, только нитками другого цвета. И чтобы вот это вот разделение цветов шло именно посерединке вашей стопы. И после того, когда вы убедились, что вы провязали половину вашей заготовки, я сейчас ниточку персикового цвета обрезаю. И далее буду присоединять ниточку мятного цвета. Мятным цветом я буду провязывать как раз таки эти 9 платочных дорожек. Если у вас получилось больше либо меньше платочных дорожек, именно в этой части до одиночной вот этой белой полоски, тогда мятным цветом провязываете такое же количество платочных дорожек. Поэтому я сейчас присоединяю ниточку мятного цвета и провяжу 18 рядов именно мятным цветом. Я провязала ниточкой мятного цвета 18 рядов, и вот эти вот части у меня равны. И далее мне осталось вывязать именно вот эту часть полосатую, только в обратном направлении. Сейчас ниточку мятного цвета мы не обрезаем, мы ей еще свяжем вот эту вот полоску. Сейчас я возьму ниточку белого цвета, кончики никакие не закрепляем. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее белой нитью я буду провязывать все петли лицевыми. Последняя кромочная петля, как мы помним, провязывается постоянно изнаночной петлей. Довязываем этот первый ряд нитью белого цвета, и по изнаночной стороне мы провяжем второй ряд. Два ряда я провязала, у нас получилась одна платочная дорожка. Это вот эта вот платочная дорожка, как со второй стороны. Далее я буду присоединять ниточку персикового цвета и провяжу персиковым цветом 4 ряда. Далее поднимаю ниточку белого цвета и этой белой нитью провяжу также 4 ряда. После того, когда вывяжем вот эту вот белую полосу, мы ниточку белого цвета можем обрезать. Далее обратно вот с этого края поднимаю нить мятного цвета и довязываю 4 ряда нитью мятного цвета. После того, когда мы свяжем вот этот весь участок, получается 4 ряда ниточкой персикового цвета, 4 белым и 4 мятным, мы с вами встретимся и закроем петли. Я самостоятельно провязала 4 ряда ниточкой персикового цвета, далее 4 ряда белым и 4 ряда мятным цветом. Ниточки персикового и белого цвета я обрезала, и у меня сейчас осталась только одна рабочая нить, это мятного цвета. И сейчас именно этой нитью я буду закрывать полностью все петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, следующую петлю я провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У нас таким образом закрылась одна петля. Следующую петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы сейчас будем закрывать все наши петли. Вот такой вот край ровный и аккуратный у нас с вами получается. Закрывается
аккуратной косичкой. Край данный закрываем свободно, чтобы закрытие петель не стягивало основное наше полотно. Закрываем таким образом далее все оставшиеся петли до того момента, пока у нас не останется на спице одна открытая петля. И после того, когда у нас осталась одна открытая петля, мы кончик обрезаем и протягиваем в данную петельку. Вот такая вот деталь для слитка у нас получилась. Теперь давайте померим, сколько она у нас получилась в сантиметрах. Ширина моей детали 23 сантиметра. И эта величина определяет размер нашей ножки. Высота примерно 19 сантиметров. Эта величина у нас идет постоянная. После того, когда я закрыла полностью все петли, кончики мы все прячем, кроме вот этого вот кончика, когда мы закрывали петли, и в самом начале, когда мы набирали петли. Получается, у нас сейчас располагается два кончика. Все остальные кончики прячем, чтобы нам не запутаться. Смотрите, так как у меня слитки с одной стороны мятного цвета, с другой персикового, я именно часть мятного цвета хочу сделать вовнутрь. Поэтому мне по-разному надо именно сшивать вот этих вот два слитка, чтобы мятный цвет был вовнутрь, в одном и во втором слитке, а именно персиковый цвет был снаружи. Для этого, смотрите, в одном слитке у нас будет с одной стороны мысочек, с другой стороны пяточка. А во втором слитке у нас будет с этой стороны мысочек, а с этой стороны пяточка. Получается, чтобы мне получить цвет мятный вовнутрь, я смотрю, как мне нужно сшить. Получается вот таким вот образом. Персиковый цвет получается снаружи, мятный цвет вовнутрь. Поэтому мне вот с этой стороны нужно сшить пяточку, а вот с этой стороны именно сшить мысочек. Я сейчас возьму иголочку с широким ушком и вдену именно вот эту вот нить и будем сшивать вот этот вот задний шов. Вот получается, две части у нас будут вовнутрь, вот эти вот части у нас будут снаружи. Вот этот вот шов по задней части я буду сшивать одной нитью мятного цвета. Данный шов я буду сшивать, получается, не закромочные петли, а вот эти вот дужки петель, которые располагаются сразу закромочные, и они у нас относятся к полоточным дорожкам, как с одной, так и со второй стороны. Получается, изначально я ввожу иголочку за две дужки кромочных петли. Это для того, чтобы нам соединить данные две стороны слитка. И теперь уже буду сшивать. Ввожу иголочку в первую платочную дорожку мятного цвета, за дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей и относится к платочной дорожке. Иголочку ввожу снизу вверх, с одной стороны и со второй стороны. Во вторую платочную дорожку с одной стороны и со второй стороны. Иголочку не забываем, вводим снизу вверх. В белую платочную дорожку таким же образом ввожу иголочку. И в следующую также белую платочную дорожку. Вот такой вот шов красивый и аккуратный у нас с вами получается. Далее таким же образом я буду сшивать, но не до самого конца. Чтобы пяточка у нас была не сильно острая, я буду сшивать буквально оставляя в общей сложности 8 петель. Я просто потом стяну вместе. Получается, вводим иголочку снизу вверх, с одной и со второй стороны, с одной и со второй стороны. Только смотрите, чтобы полосы у вас совпадали. Белая полоса значит с белой, персиковая с персиковой. Далее мы шов разровняем, чтобы ничего не стягивало наше полотно. И в самом конце, когда у меня осталось 8 петель, мы продеваем иголочку по кругу в каждую кромочную петельку.
Далее иголочку вывожу на изнаночную сторону и просто стягиваю. Вот такая вот пяточка у нас с вами получилась. Шов разровняем. Далее вот эту вот рабочую нить закрепим по изнанке и спрячем. После сшития вот таким вот образом выглядит наш задний шов. И далее нам осталось сшить только мысочек. Для этого я сейчас вдену в иглу нить персикового цвета. И этой нитью сейчас мы будем сшивать вот этот вот промежуток. То есть от вот этой белой полоски до следующей белой полоски. Для этого я ввожу мою иголочку за первую мятную кромочную петлю. Кончик оставляем немножко побольше, чтобы он у нас никуда не убежал. И теперь вот таким вот образом я собираю все кромочные петли до следующей белой полосы. Вот таким вот образом мы собрали все петли вот этой части. И теперь между собой их просто стягиваем. Я связала между собой два кончика. Далее с изнаночной стороны я прошью все вот эти вот петли, которые я собрала по кругу. Вот таким вот образом мы собрали вот эти вот петли. Убедитесь, что отверстия здесь никакого нет. И далее этой нитью я сошью до мятного цвета. Сшиваем таким же образом, как мы сшивали первый наш шов. Изначально я веду иголочку снизу вверх за дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей, в платочную персиковую дорожку с одной стороны. Здесь получается в мятную дорожку со второй стороны. Далее в белую платочную дорожку ввожу иголочку снизу вверх с одной стороны и со второй стороны. Сшиваем до мятного цвета вот таким вот образом. До мятного цвета я сшила, шов мы разровняем. Смотрите же обязательно, чтобы полосы совпадали друг с другом. Далее вот эту вот нить персикового цвета выводим на изнанку и закрепим по изнаночной стороне. Я ввела иголочку в кончик с мятным цветом, и этим кончиком сейчас будем сшивать далее весь шов. Изначально я сошью последние две платочные дорожки этой нитью, таким же образом, как мы сшивали основной наш шов. И далее будем сшивать вот это вот расстояние. Смотрите, отверстие, куда должна входить ваша ножка, должна составлять примерно 11 сантиметров. Но если у вас есть возможность померить на вашу ножку и отрегулировать вот этот вот шов по вашей ножке, тогда обязательно примеряйте следок и делайте шов, чтобы у вас следок хорошо сидел на вашей ножке. Далее я буду вводить иголочку за внутренние вот эти вот дужки, которые располагаются между кромочной дорожкой и следующей платочной дорожкой. С одной стороны иголочку также вводим снизу вверх и со второй стороны. С одной стороны за внутренние вот эти вот петли, которые располагаются между кромочной дорожкой и следующей платочной дорожкой. И со второй стороны. С одной стороны. И со второй стороны. И таким образом я буду далее сшивать весь мой шов. И после того, когда мы сшили полностью весь шов, мы край обязательно разровняем, чтобы ничего не стягивало наш следок. Рабочую нить выводим на изнаночную сторону и обрезаем. Вот такие вот два красивые следка у нас с вами получились. Мятный цвет вовнутрь у меня идет. Именно персиковый цвет у меня идет снаружи. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.